гнать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени, и времен, и полувремени. So, what's the new thing? Итак, что у нас здесь нового? He will persecute the saints. Он будет гнать святых Всевышнего. He will intend to change times and laws. Возмечтает отменить праздничные времена и закон. So he's going to persecute, and Итак, он будет гнать. he's going to intend to change times, Он попытается изменить времена. and intend to change laws. И попытается изменить законы. And then the saints И затем святые are going to be given into his hand будут преданы в руки его. for a time, На время, times, до времени, времен and a half a time. и полувремени. So the new things are, just one more time, Итак, что нового мы добавим? he persecutes the saints. Он гонит святых Всевышнего. He intends to change times. He intends to change laws. Желает изменить времена, закон, 6 пункт. And the saints are given into his hand for a time, time and a И half. святые преданы в руку его до времени, времен и полувремени. Let's look at this in history then. Was this power different than others? Давайте теперь мы рассмотрим по истории. Отличалась ли эта власть от других властей? And really the answer to that is yes. Church and state joined together in Конечно this же, power. эта власть отличалась, потому что здесь церковь и государство объединились. Like for instance this Pope. Например, вот этот папа, Pope Boniface VIII. Бонифис VIII. Бонифаций VIII. So he has these people and they all come and they're sitting there and he gets up and he says, И вот, I'm Caesar. I'm emperor. и вот он однажды встает и говорит, что я Цезарь, я император. Now, what would you do if your pastor got up at church Что бы вы сделали, если бы ваш and he пастор goes, I'm Caesar. встал I'm в emperor. церкви и сказал, я Цезарь, я император? You would probably say, that's different. Вы бы сказали, да, что-то интересное. And so, yeah, he was different. In other words, the church and the state began to come together. Итак, здесь это государство отличалось чем? Что здесь глава церкви являлся и главой государства. And this power would speak great words against the Most High. И также эта власть будет произносить слова против Всевышнего. Like in this book on being a priest, the dignity and duties of the priest. Права и обязанности священника. Basically, it says that God has to abide by the words of the priest. Let me translate the whole thing, it's interesting. Смотрите, что говорится здесь в книге «Права и обязанности священника», страница 27. Священник имеет силу, имеет власть ключей или власть доставить грешников или избавить грешников от ада. Итак, священник имеет власть ключей. Помните, что вот имеет ключ ада и смерти? Он имеет власть избавить грешника от ада, делая его, то есть грешника, достойным рая. И сам Бог должен согласиться с судом его священников. То есть священник рассудил, ты будешь в раю, и Бог обязан поступить с этим человеком так, как сказал его священник. Понятно, нет? Согласны с этим? Нет. Look at this next one. Посмотрите на следующее. The priest, the next thing, it gets even bolder, the priest is called the creator of his creator, since by saying the word of consecration, he creates Jesus. So in other words, at the Mass, he says, body of Christ. And he creates Christ. Oh, he's the creator of the creator. Священник может в каком-то смысле быть названным Творцом Творца. Потому что так как
когда он говорит слова посвящения, он создает как бы Иисуса. Когда он говорит, что сие есть тело Христово. То есть и хлеб, священник превращает хлеб во Христа. То есть священник создает Творца. То есть он является Творцом Творца. Are these great words? Скажите, это высокие слова против Всевышнего или нет? Против Всевышнего будет произносить слова. У меня вопрос. Question. По теме, да. Да, они, в принципе, мы как бы не понимаем, но они могут это оправдать тем, что в Библии ясно сказано, что все, что свяжете на земле, то будет связано на небе. То есть, возможно, они этим оправдываются. Oftentimes the Catholics say, well, the Bible is pretty clear on that. Whatever you bind on the earth will be bound in heaven. Ну не Бог же управляет. Там Сейчас, пусть ответит. Yeah, but I mean, but this is saying that you're creating the creator and stuff. It doesn't ever say that. Но здесь говорится о том, что он создает Творца, творит Творца. Я говорю до того текста, где про Творца, а закон. He's talking То, about что священник связывает, и отец должен согласиться. So where it says that whatever he says, the God has to abide according to that. Yeah, but I think the problem with that is that it's not a priest that makes that judgment in the New Testament. In other words, in Matthew 18, if someone sins against me, Евангелие от Матфея, 18 глава, если кто-то против меня согрешил, I go to that person alone, и я иду к тому человеку, and then, if they don't listen to me, и затем, если человек меня не слушает, I take another with me, я тогда беру другого человека, and then another, и потом еще одного, and then I tell the church, и потом я говорю церкви, and then the church as a whole и makes the тогда decision. церковь и принимает решение. Но не церковь это не как один человек, а церковь, как вот все члены церкви принимают решение. Not the priest. Не священник. It's never just the priest. Так что то, что там, что свяжете, то это не то. So next time the Catholics come to you, just read them what Archbishop Everhard said. So, В следующий раз, когда католик подойдет, прочитай, что сказал архиепископ. so anyway, basically the bottom line, here's another one. И вот, как бы подытоживая все это, We hold on this earth the place of God Almighty. на этой земле мы занимаем место Бога Всевышнего. Это, кстати, большое энциклическое письмо Папы Лео XIII. Это сам Папа Римский, Папа Лео XIII, сказал, что на этой земле мы занимаем место Бога Всевышнего. Okay, I could read a lot of those. So, speaking great things. Итак, будет произносить Now, were the saints против Всевышнего. persecuted by this power? Были ли гонимы святые этой властью? Here's just one quote from history, Вот еще одна цитата из истории, из исторического источника. and I'll just read one sentence. Я прочитаю одно предложение. The Church of Rome Церковь Римская has shed more innocent blood than any other institution that ever existed among mankind. пролила больше невинной крови, чем какое-либо другое учреждение, когда-либо существовавшее среди людей. Well, that's just a fact of И history. это факт из истории. Now, there's many books Есть также много книг, that talk about that. которые говорят об этом. One that I have in my library Одна из этих книг, которая есть у меня в библиотеке, is called Martyr's Mirror, она называется «Зеркало мучеников». and it just goes through and shows all the people they killed, И показывается, как убивали людей. and shows the pictures, И показываются такие картины, вот смотрите, chopping their fingers off, когда отрубывают пальцы, and burning them to death. других сжигали. And this is just Вот цифры только по испанской инквизиции. 31 912 людей были сожжены. What is the severe penalties? and then in other words, they got penalized. In other words, they either chopped their hands off or something else, maimed them. А 241 450 человек получили 241 тысяча, представьте себе.
что как все Винница. Ну, меньше. Получили серьезные предупреждения. Под этим имеется в виду, либо им отрубили руку, либо пальцы, либо еще что-то. What about this issue of changing times and laws? Как насчет вот этого, чтобы изменить времена и закон? The little horn's bold claim is this. Ну, конечно же, есть смелое заявление малого рога. You can read this one. Говорится, что папа имеет такую высокую власть, что он имеет право изменять, объяснять и даже истолковывать даже небесные законы. Папа имеет такую власть, что может изменять, объяснять или истолковывать даже небесные законы. Папа может изменять небесный закон, так как его власть не от человека, но от Бога. И он действует как наследник или как наместник, то есть на месте Бога на земле. Наместник Бога на земле. So it's basically saying that the Pope can modify, which means change. И так говорится, что папа может модифицировать или изменять. He can change divine laws. Может изменять небесные законы. Because his power is not of man, but of God. Потому что его власть не от человека, но от Бога. And he's basically in place of God. И он фактически наместник Бога. Он сидит на месте Бога на земле. So they're just saying we can change God's law. Так что, они говорят, что нам закон Божий изменить это. Now at this Мы имеем point, право. I usually just show them the second commandment, which has to do with images. И в этот момент тогда я показываю им вторую заповедь, которая говорит о поклонении изображению. In this catechism, they ask, what is the second commandment? And they say, И вот в этом катехизисе говорится, какая вторая заповедь? Ответ. don't take the name of the Lord thy God Не in vain. произноси имени Господа Бога твоего всуе. When really the second commandment is don't have any graven images. Хотя на самом деле вторая заповедь звучит так, что Which of course they don't want to talk about images, because if you go to their church, чтобы не поклоняться изображениям, не сотвори себе никакого кумира, никакого изображения, не того, что на небе вверху, на земле внизу или в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Тут смотрите, сколько изображений. So this power would attempt to change laws. Итак, эта власть попытается изменить законы. Even the law of God. Даже закон Божий. Like the second commandment. Например, вторую заповедь выброси. And then they had a big council in 1545 called the Council of Trent. В 1545 году был собор в Тренте, Where they basically say, где фактически они сказали, that you should obey tradition, что традиция выше Библии. Rather than the Bible. Если в чем-то традиция противоречит Библии или Библия традиции, то нужно повиноваться традиции, а не Библии. So, the next thing. 1545. Now the next thing, did this power reign for the right amount of time? A time, times, and a half a time. Какой период царствовала эта власть? Времени, времен и полувремени. Сошлось это или нет? Keep in mind, помните о том, in the Bible, a year was known as a time in the book of Daniel. Что в библейские времена, когда говорили время, это значило год. Remember when the king was in the field for 7 times passing over him, and in the margin of many Bibles it says 7 years. A time equals a year. Интересно, что в оригинале написано, что царь Навуходоносор 7 времен был отлучен, на 7 времен. А в нашем уже просто написано, что на 7 лет. And then times, we say 2 years. It could be more than 2, but we have another way to figure this out. So it's time, times. Время, времени во множественном числе. Мы говорим, что это 2 года, хотя на самом деле это может быть и больше, чем 2 года, но есть просто и другой способ, как мы, с помощью чего мы доказываем, что это 2 года. And then a half a time, 1 year. Ну и половина времени, это половина от года. And a year was 360 days. И что интересно, что у евреев год состоял из 360 дней.
360 days plus 720 days plus 180 days equals 1260 days. Прибавили, получили 1260. And so that 1260 days И вот этих 1260 дней, is mentioned again as being years in Revelation 12:14 and оно 12:6. упоминается в Откровении 12:14 и в Откровении 12:6. So it's the same time period mentioned several times. Итак, этот временной промежуток упоминается несколько раз. And, you know, in Ezekiel 4:6 and Numbers 14:34, it has this formula of a day equaling a year. И в Иезекииле 4:6 и числа 14:34 мы находим эту формулу, что день за год я дал тебе. But in Revelation 12:14 and 12:6, it talks about 1260 days or years as well. И в Откровении 12:14, 12:6 также говорится о 1260 пророческих днях и годах. So this power would reign Итак, эта власть будет царствовать for 1260 days 1260 дней or 1260 years. или 1260 лет. Okay. Let's see what it is. Rome fell Рим пал in 476 AD. в 476 году. Но это не за день он пал, вы понимаете, и не за год. А закончилось разделение Рима в 476. And then there was all this fighting И опять же была борьба, where during that time the three horns were plucked up. и во время этой борьбы этих войн 3 рога были исторгнуты с корнем, то есть перестали существовать, 3 царства. And Rome began to come together with the state. И Рим начал объединяться с церковью, с государством. And by 538 had consolidated her power. И к 538 году эта власть была уже утверждена. With the help of the state. Конечно же, это было не без помощи государства. And then ruled until 1798. И затем Римо-католическая церковь правила до 1798 года. When Napoleon Когда Наполеон basically took away all the power of Rome. фактически лишил Рим всяческой власти. So 538 to 1798. Итак, с 538 по 1798. So here's some history. Вот вам история. Vigilis ascended the papal chair in 538 AD under the protection of Belisarius, the general, and so that's a fact that history came to power. Итак, who's Vigilis? That would have been the Pope, Vigilis. Вигилус воздвигнул папский престол или папское седалище или кресло в 538 году под военной защитой Белизариуса. Это был генерал. История христианской церкви, том 3, страница 327. And then 1260 years later, in 1798, И затем 1260 лет спустя, в 1798 году, Napoleon's general, whose name was Berthier, генерал Наполеона по имени Бертье entered Rome and proclaimed a republic. вошел в Рим и провозгласил его республикой. And that is Napoleon made his entrance into Berthier's general. Napoleon came in and abolished the papal government and established a secular one. Итак, в 1798 году Бертье вошел в Рим и не спроверг папское правление и установил секулярное или светское правление. Энциклопедия американская. Американская энциклопедия Американа, 1941 год. Okay. Издание 41 года. Okay. So,
Итак, is it clear ясно ли from the Bible из Библии and history и из истории, who the Antichrist is? кто был антихрист? Или кто есть антихрист? Is that clear to you? Ясно вам или нет? Да. Now, when you study that with somebody, you can be tempted to think, ha 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 ha, I know something, you don't know it, and you can kind of make people feel as though you're like Mr. Smarty Pants. Когда вы изучаете библейский урок с кем-то, то пройдя это, вы можете, ну так сказать, ха-ха-ха, я вот умный, а ты дурак. Я все знаю, ты ничего не знаешь. Я самый умный. И поставить ну на себя. And then you put up that wall forever. And that is not a very smart thing to do, И это не самое умное, что можно сделать. for all kinds of reasons. По всеразличным причинам. Let me ask you a question. Позвольте задать вам вопрос. What would you do Что бы вы сделали, if I said, если бы я сказал, Alex, Саша, you are the Antichrist? ты антихрист? Or if I came to you, Vanya, Я бы сказал, Ваня, Antichrist. ты антихрист. Stanislav, Станислав, sorry buddy, Святослав, прости, you're the Antichrist. но ты антихрист. Arthur, Артур, very sorry, тоже извини, пожалуйста, Antichrist. антихрист. Slavic, Славик, Antichrist. антихристос. What would you do? Что бы вы сделали? Почему? Why? Нужно исследовать. Why? I'm just asking what you do. Что бы вы сделали? Что значит Докажи. Противостояние. Докажи. You would say, prove it, right? вы бы сказали, докажи. Мы бы обратились к верийцам. What would you say? We would do what the Bereans did. Okay, you'd say that. Они Well, now you would either say, yes, I am, Вы либо скажете, да, я антихрист, or no, I'm not, либо скажете, нет, я не антихрист. В конце концов, так? or you'd say, it's somebody else. Или вы скажете, нет, не я, кто-то другой. Yes or no? Так или нет? Фактически. Now, I was in, where was it? Geneva, Switzerland. Я был в Женеве, Швейцарии, And they had some coins for sale и там были на распродаже монеты. from during the time period where everybody knew that the Pope and the Catholics, at least in the Protestant world, they believed that he was the Antichrist. И монеты с тех пор, когда все протестанты верили, что папа это антихрист, что папство это антихрист. So this is a picture of the Pope with Итак. his three-tiered crown. И вот вы видите его, как его, тиара с тремя Ruler of heaven, ступенями, что earth, он правитель and неба, earth. земли и подземелья. And so that's a picture of him. Это его And фотография. then you turn it upside А down, если вы перевернете вверх-назад, and he's pictured as the devil и он нарисован как дьявол, with horns coming out of his head. с рогами. Yeah, well, he's there. So you have Как дьявол с рогами. so like cover this up. Если вот это вот There's закрыть, his eyes, ну вот nose, глаза, нос, рот. Пикассо якийсь рисував. Сам Пикассо. So and the heading was that the Pope's the Antichrist basically. И фактически было написано, что папа это антихрист. But let's say that was your picture on the coin, Ну а представьте себе, что это ваша фотография. Alex, Саша. and everybody picks out their coin. И тут я достаю монетку. Yes, Да. I'd like to buy that with my picture of Alex, the Antichrist coin. Дайте ко мне вот жвачку за вот эту монетку. How would you feel? Как бы вы почувствовали себя? How do you think the Bible study is going to feel Как вы думаете, почувствует себя человек, с которым, если католик, с которым вы изучаете? if you're saying that to them? Если вы ему такое скажете. Now here's the thing. There's the point I want to make. You see, Вот к чему я веду. if the word anti-Christ means putting something in place of Christ, Если антихрист, это означает кто-то вместо Христа. have you ever put anything in place of Christ? А ты что-либо поставил в своей жизни вместо Христа или нет? Вместо Иисуса Христа. Have you? Да или нет? Есть.
So before you start acting like just because you can prove from history that the Pope is the Antichrist, Только потому, что вы можете на основании истории и Библии доказать, что Антихрист это Римо-католическая церковь. remember that you yourself have been a little Antichrist once in a while. Что ты сам имел, по крайней мере, Антихриста, кого-то вместо Христа в своей жизни тоже. Does that make sense? Понимаете или нет? So there's three choices. Итак, есть три выбора. Number one, Первый. you can say, yes, I'm the Вы Antichrist. можете сказать, да, я Антихрист. Number two, you can say, no, I'm not. Второе, вы можете сказать, нет, я не Or Антихрист. you can say, somebody else Вы можете is. сказать, нет, кто-то другой Антихрист. So what did the church do, the Roman church do? Which Что one же of those? сделала тогда церковь? Что именно? It came out with a bunch of books, Издала множество книг. and it's about Antichrist, see? Вот видите, о Антихристе. And one of the Catholic authors said, no, it's not us, И один из католических авторов сказал, нет, это не мы. because that's supposed to happen way down in the future. It can't be us. Потому что это еще должно случиться еще когда в будущем. Это не можем быть мы. And another one said, no, that's not us, Rivera, Второй сказал, нет, это не мы. because that already happened way long ago, and that was Nero. Потому что это случилось еще давным-давно, и это был Нейрон, был антихристом. So the church said, no. That doesn't apply to us. It's a different time period. In other words, one said, Alcazar said, it's way in the future. Итак, церковь издала много трактатов, где говорит, что нет, это не мы, это еще будет в будущем. And Rivera said, no, it already happened. И издают другой трактат, та же церковь говорит, нет, это уже было в прошлом. It's not us. Это не мы. See? So Rivera published a commentary. Итак, в 1590 году Рибера издает I guess I got an комментарий. opposite. Rivera said it was in the future. По-моему, Рибера все-таки говорит, что это будет в будущем. And none of the Protestants believed this И никто из протестантов в это не верил. until 1835. До 1835 года. All the Protestants recognized it was Catholic. Все протестанты верили в то, что это католическая церковь сначала. So, just as the Bible predicted, Так как Библия и предсказывала, this power would attempt to change laws, but also times. эта сила попыталась изменить законы и времена. So it'd say, no, that time period was way back then. То есть в таком плане, что они говорят, нет, вот это временные рамки, вот эти 1260 дней, это они к тому времени не относятся. Or that time period's way into the future. Или сказали, нет, этот период относится к будущему, но не к нам. Таким образом, они изменили времена и изменили закон, это заповедь. So, even today, И даже сегодня they'll still say that. они все еще так же и говорят. But unfortunately, now Protestants say it too. Но, к сожалению, сегодня уже и протестанты соглашаются с католиками опять. They'll say that 1260 days, Они говорят, что вот этих 1260 дней, that's way down at the end of time. это будет вот в самое последнее время. The Antichrist will be in Jerusalem. Антихрист восстанет в Иерусалиме, сядет в храме, And they're not храм talking- построится. And they got that idea from the Catholics. И вот эту идею они опять же взяли от католиков. We follow the Catholics by Yeah, do that. 7th century or something. Right. So let's review. Давайте краткий повтор сделаем. Let me ask you some questions. Позвольте задать вам вопрос. What was the new power in Daniel chapter 7? Какова появилась новая сила в Даниила 7 главе? Малый рог. Right? Малый рог. Correct. After what world power did this little horn arise? После правления какой мировой империи появился Малый рог? Rome, После until it ruled to После Рима, 476. который был в 476 году уже полностью уничтожен. Did Jesus warn about this power coming? Предостерегал ли Иисус о том, что эта власть восстанет? Да. Where did Paul say it would take up residence? Где апостол Павел говорил, она появится, эта власть? Римлянам 28 глава. 20. Not Rome, but in the church, right? В церкви, говорит, что из церкви появится. Did other church leaders anticipate its arrival or see that it was coming? Другие церковные лидеры
видели, понимали это пророчество, говорили ли они о том, что это будет, и вот наближается это время. In the 1st century, 2nd century, 3rd century, 4th В century. первом столетии, втором столетии, третьем столетии, четвертом столетии. And who did all the reformers see as that little horn? Кого или как определяли малого рока все реформаторы? Все католические священники, кто они говорили это, малый рок? And how long did the papacy maintain its Говорили, малый persecuting рок это power? антихрист, это папская власть. И сколько она лет будет править? 1060 лет. And did the Catholics accept the protests that were made? Приняли ли католики те протесты, которые были против них? Нет. They rejected the interpretation. Они отвергли это истолкование. They sought to say that times, the 1260, was either in the past or in the future. Они искали того, чтобы изменить, извратить время этого пророчества. And И were говорили, these, это в будущем или нет, это в прошлом. and were these very reactions of fulfillment of prophecy. И вот эта их реакция была как раз и осуществлением пророчества. То, как они отреагировали, тем самым они исполнили пророчество. Понятно, нет? Да. То, что они хотят, то, что они сказали, нет, это не к нам относится, это и есть исполнение пророчества. And what lesson did we learn from this response? И какой урок мы взяли из этого ответа? It's exactly what we're tempted to do Что это же и мы иногда пытаемся сделать. when we're acting in an anti-Christian way. Когда мы ведем себя подобно антихристу вместо Христа. If somebody says you're not doing something that's Christ-like, Если кто-то нам говорит, ты не поступаешь, как поступил бы Христос, and you're not, and they're true about it, и человек правду вам говорит, what are you tempted to do? то какое мы искушение имеем, как поступить? No, that's not me. Сказать, нет, эта ситуация совсем другая. That's Это не somebody я. else. Это кто-то другой. So Daniel chapter 7 Итак, Даниила 7 глава. is not just for Catholics. Эта глава не для католиков только. It's for me. Это глава для меня. It's for you. Это глава для вас. Amen? Аминь. Now we're going to study Daniel 7 again. Теперь мы будем изучать Даниила 7 главу опять. This first time we looked at it, Первый раз мы так рассмотрели ее, and we saw the Antichrist. и мы увидели антихриста. But I think there's something more important than seeing the Antichrist. Но мне кажется, здесь есть нечто более важное, чем антихрист. And it is seeing Christ. И главное увидеть в этой главе Христа. How many want to look at it again? Кто... How many do you want to look at Daniel 7 again, but only this time see Christ? Итак, в этот раз, кто бы хотел в этот раз рассмотреть главу еще раз, только чтобы увидеть в ней Христа? Amen. Аминь. All right. It's almost time for our break, but do we have another hour? This is it? Okay. I have a test for you. Хорошо, рассмотрим только в другой раз. А теперь у нас для вас тест. Since we have some extra time this hour. У нас сейчас есть время еще лишнее для теста. Take one of each. Возьмите по листочку каждого. This is Daniel 1 through 6. Take one of each. Just here, take these. Just have her take it. Pass it along. Let's see. And just take one each and pass it, and then just keep it on. Two sheets. Yeah, every person. This sheet is empty for you, just for you, and then just pass it. Don't get it. Просто передавай. Ты взял себе листочек и поставил. Два листочка себе. Себе поставил два листочка и передал. So, we'll get that passed around. You can look at your notes for that test if you want, but don't study with each other. All on your own. Хорошо, мы договорились, что эти тесты вы проходите сами. Хорошо, договорились или нет? Да. Сам открыл свой конспект, посмотрел свой конспект, но друг с другом не сообщаетесь, хорошо? So if you didn't take good notes, Если вы не записывали, you're doomed. то вы обречены. If you took good notes, А если вы записывали, you'll have a good time. то у вас все будет хорошо. And don't copy from someone else. И договорились не списывать друг у друга. Один такой, По одному листочку, один такой, один такой. Let's try our song one last time. Хорошо, давайте мы последний раз попробуем спеть.
There are angels hovering round. There are angels hovering round. There are angels hovering round. They will bring us heaven's love. 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 Let's stand. Поднимемся. Father in heaven, Отец Небесный, we confess мы исповедуемся, that many times что очень часто we've put our ideas мы ставили свои идеи in place of what you want us to do. вместо того, что Ты бы хотел, дабы мы сделали. We've had the spirit of Antichrist, Мы имели такой дух Антихриста, but we don't want that anymore. но мы не желаем более этого. We want the Spirit of Christ. Мы желаем, чтобы Дух Христов был в нас. Fill us with your Spirit, Наполни нас Духом Твоим. and we thank you, И мы благодарны Тебе. and we come in Christ's name. И мы приходим пред Тобой во имя Христа. Amen. Аминь.